А сейчас, хозяюшки, покажу, какие же эти. Они хорошо подрумянились, даже снизу. Ну класс, ароматные, хрустящий верх, серединка очень такая нежная, пушистая. Когда остывают, вообще бесподобные. Сейчас еще горячо. Быть добру. Привет, друзья! С вами Ух ты, кухня! Как и обещала, сегодня очень вкусные булочки в аэрогриле. Сразу два рецепта. Сережка удивился, когда увидел, как просто и быстро они готовятся. 5 минут на тесто и 15-20 минут в аэрогриле. И все готово. 200 граммов творога. Он может быть любым. У меня сегодня вот такой вот зернистый. Может быть домашний, сухой, может быть творожная масса. Любой. Вкусно совсем. Я перепробовала. Сразу сюда одно яйцо. Немножко перемешаю и разомну творог. Насколько это получится. Ничего блендером взбивать не буду. Даже если попадутся фрагменты творога, будет тоже только вкуснее. Солю. Немножечко. Черный молотый перец. Специи могут быть любыми. Их можно сделать даже с ванилью сладкие. И еще добавлю немного сушеного чеснока. Так. По специям все. По желанию сюда можно добавить еще твердого сыра или заменить на 1 столовую ложку растительного масла. Я желаю сыр. Граммов 20. А сейчас мука. Она может быть как рисовая, так и пшеничная. Чаще готовлю на рисовой муке. Но сегодня у меня ее мало. Уже остатки добавлю, чтобы пакет выбросить. Столовая ложка. И еще примерно столовая ложка. Здесь нужно ориентироваться, потому что творог у нас у всех разный. У кого гуще, у кого жиже. Тесто должно получиться, мы его не месим. Оно должно получиться просто такое густое-густое и хорошо держаться вместе. Вот такое вот. Я еще немножко подбавлю. Где-то 2,5 ложки у меня муки ушло. Снова все хорошо перемешиваю. Да, вот такая вот клейкая масса получается. Вот. Муки достаточно. Сейчас разрыхлитель. На это количество пол чайной ложечки. Сюда. Все, тесто готово. В чашу аэрогриля выкладываю пергамент. И теперь тесто визуально делю на 4 части. У меня примерно так всегда и получается. 4 булочки. Ложку смачиваю в воде, чтобы даже руки не пачкать. Беру часть теста. А вот так вот на ложке оно уже как круглая булочка. И в чашу. Выкладываю, поправляю. И поехала дальше. Вода, тесто и сюда. Стараюсь так, чтобы они были на расстоянии друг от дружки, потому что булочки увеличиваются. Вот это так просто! Да, Сережечка, это так просто, поэтому я и пеку их так часто. Вот так вот у меня всегда с этой порции получается вот такие 4 шарика. Эти булочки я ничем не смазываю, просто беру любые семечки, которые есть. Например, кунжут сверху, тыквенные семечки. Хозяюшки, это очень полезно, между прочим, эти булочки. Я люблю даже так побольше. Так, что у меня еще есть? Еще у меня есть семечки подсолнуха. Тоже сюда. Ну, красота! Какие-то 5 минут, а у меня уже все готово. Осталось только установить чашу в аэрогриль. Оп! 180 градусов, минут 25-30, так как у меня аэрогриль холодный. Если у вас с подогревом, только плюс. Вкусно пахнет, смотрим. Опа! Ух ты, какие красивые, Да, а! посмотрите, какие они красивые. Сейчас достану. Прекрасно. Дадим немножко остыть и будем пробовать. А мы займемся вторым рецептом. Сковородку на огонь. Немножко поджарю семечки. Подсолнуха. Тыквенные. Можно и грецкий орех, что есть. Вкусно совсем. Аня перепробовала все. И немного кунжута. Все. Когда семечки хорошо подсохли, подрумянились немного, можно выключать нагрев. Еще несколько секунд их подкидываю, потому что сковорода горячая. Все.
Можно отставить в сторонку, чтобы немного остыли, а мы займемся тестом. В миске 200 граммов греческого йогурта или можно заменить на нежирную сметану. Немного соли. 30 граммов натертого твердого сыра, любого. Сразу сюда чайную ложечку без горки разрыхлителя. И начинаю вводить муку. Общий вес муки у меня 200 граммов, но всю сразу я добавлять не буду. Когда получилась вот такая вот густая масса, добавляю остывшие семечки. И теперь постепенно добавляю муку и замешиваю тесто. Ничего долго вымешивать не нужно, прямо в мисочке можно его замесить. Все. Вот такое вот тесто должно получиться. Оно немного липнет. Так и должно быть. Не забивайте его мукой. Из общей массы муки присыпаю доску. У меня еще тут немножечко осталось. Сереж, я хочу, чтобы ты показала. С 200 граммов 20 осталось. Выкладываю тесто. Разминаю вот так вот рукой. Не сильно тонко, не сильно толсто. Вот так вот, хозяюшки. Вот, видно? Где-то на пальчик. Все, отлично. Чашу аэрогриля ничем застилать не буду. Нарезаю на кусочки. Это можно сделать шпателем, ножом, без разницы. На вот такие вот палочки. Все, перекладываю на расстоянии друг от дружки. Устанавливаю аэрогриль. 180 градусов, 20 минут. Ждем. Давайте же покажу вам. Посмотрите, какая прелесть. Мягкие. Да, они со временем немножко оседают, но это не критично и на вкус не влияет. И посмотрите, что у нас в серединке. Пахнет настолько вкусно, такое впечатление, что мы мясо готовили. Берем любой соус, который нам нравится. Мне этот соус не очень нравится, поэтому я его совсем немножечко. Листики зелененькие. Можно ветчину или рыбку. Аня любит рыбку. Огурчик для сочности. Это сэндвич получается. Да, сверху накрываем. И посмотрите, какая красота. К тому же это очень полезно. Это белковые булочки получаются практически без муки. Друзья, рекомендую. Я их просто обожаю. На завтрак одна булочка и до обеда вот так сыт и очень активно. Ну ты довольна? Угу. Я очень довольна, как слон, потому что это просто и вкусно. И эти, я уверена, уже готовы. А вы готовы увидеть эту красоту? Опа! Посмотрите, какие прикольные, классные. Ой, и снизу подрумянились. Класс! Угу. Выкладываем их пока сюда. А эти сюда. Будет быстрее, потому что аэрогриль уже очень хорошо нагрет. Правда, Сережечка, 15 минут будет достаточно. Все. А сейчас, хозяюшки, покажу, какие же эти. Они хорошо подрумянились, даже снизу, потому что мы не выкладывали пергамент. Готовы? Опа. Ну класс, ароматные, хрустящий верх, серединка очень такая нежная, пушистая. Когда остывают, вообще бесподобные. Сейчас еще горячо. Быть добру. Очень горячо. Ну вкусно. Обожаю их. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких и наслаждайтесь жизнью. Мир вашему дому и всего самого наилучшего.